Привет из Киева, добрый вечер. Мы беседуем с представительницей Украины на Евровидении, с Джамалой. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Прошло 2 дня уже после финала национального отбора. Вы были очень уставши на отборе, всех интересовали ваши эмоции там. Вот спустя 2 дня вы осознали, что произошло? И осознаете ли то, что вам предстоит через 2 месяца? Наверное, до конца нет. Я очень счастлива, что это все закончилось, но началось что-то гораздо более масштабное и увлекательное. Я рада, что меня так поддержала Украина в таком масштабе, с таким посылом, с такими комментариями просто невероятными. Хоть бери каждый комментарий и ставь в рамочку. Все, что я получила, я никогда не получала за свою недолгую творческую жизнь, там, 6-летний свой стаж, скажем так, как Джамала. Я не получала ничего подобного, и это очень приятно. Кто из членов вашей команды помог вам добиться победы в финале конкурса? Можете рассказать? Кто помог? Это командная работа. Музыкальной составляющей занималась я, а все, что касается номера, платья, я обратилась к дизайнерам украинским, есть такой бренд Lake, и мы задумали изначально, что это должно быть несколько образов. То есть в первом полуфинале я предстала достаточно строгой, да, в общем-то мы попробовали вот этот вот такой восточный строгий стиль. А во втором финале мне уже захотелось быть все-таки более нежной, мягкой и олицетворяющей какую-то вот надежду все-таки. И там я привлекла дизайнера по вышивке, и Рустем Скибин нарисовал вышивку, которая была с миндалью, гвоздиками и розами. Миндаль — это образ молодой девушки, роза — это образ матери, и гвоздика — это образ бабушки. В общем-то, это все было вышито белым по белому, и достаточно должно было вот именно все было очень нежно. Мне кажется, это и получилось. И, в общем, в создании образа работали дизайнер Лейк, Рустем Скибин и Руслан Панчук вышивал. Вот. Пели со мной на сцене Александра Макаровская и Алина Косенко. В общем-то, вот такая небольшая команда. Ну, а за номер и отвечал мой продюсер Игорь Тальнопольский и постановщик Макс. И так вот какой-то такой вот маленькой командой мы все это смогли сделать, да. Молодцы. А планы подготовки к конкурсу, можете ли вы уже раскрыть какие-то детали, что мы увидим на сцене в Стокгольме, если есть они? Да, очень мало еще времени, да, была сегодня только первая встреча с командой СТБ. Просто мы поговорили, обсудили, куда это может пойти, но ничего еще конкретного не могу сказать. Определенно это будет очень круто. Вот поверьте мне, я шью невероятный наряд, я думаю уже о нем, я думаю о совершенно интересном и необычном шоу, но шоу не должно, вот это слово, вас как-то уводить в сторону такого близкого нашей ментальности понятия шоу, да, то есть, понимаете, иногда зачастую шоу это может быть один человек, да, в случае, как это было с певицей, которая пела молитву, да, на конкурсе, да, в общем-то, и тому очень таки, боже, Алла Рин, у нее что, она все свое шоу сделала за счет себя и своих невероятных волос, в общем-то, и вот в эту сторону где-то мы будем двигаться, то есть это будет интересно. А изменений каких не планируется в аранжировках, в тексте? Мне кажется, это не мой случай. Я не люблю показывать полуфабрикат. Это отличная работа в стиле электросоул с breaking beat.
составляющей барабанной. То есть это очень новаторская работа, потому что я не слышала еще breaking beats с мугамом и с дудуком. В общем-то, я думаю, что вот именно музыкальная составляющая должна удивить. Вопрос от нашего шеф-редактора. Андрей Данилко советовал вам изменить название песни, сделать более нейтральным. Да. Но вы сказали уже после отбора, что Да. вы не будете менять. И вот как бы спустя 2 дня, может быть, что-то... Мне кажется, это... Я объяснила, почему я не хочу менять, потому что это конкретно то, что вдохновило меня на написание этой песни, история моей прабабушки, которая случилась в 1944 году. Хотела бы я ее назвать как-то по-другому, наверное, назвала. Когда я писала ее на украинском, она была «души», но когда я стала переводить, например, на английский ее как «souls», я поняла, что сколько нужно перетерпеть напряжения, чтобы произнести это нашему, да, аппарату, скажем так, в наших просторах, а сколько еще нужно будет труда и там тоже, понимаете, что это очень сложно по своему звучанию слова. Поэтому я остановилась на этом названии, и мне кажется, менять его нет смысла. Если разве что, если ИБУ найдет его там невозможным для конкурса или прочее, тогда я буду искать варианты. Но сейчас я не вижу вообще никаких проблем с названием. Да. Существует мнение о том, что крымско-татарская часть песни, Да. припев, содержит в себе фразы и известные песни вашего народа, которая Да. называется «Гузель Крым». Да. Вот, возможно ли, что этот текст будет доработан, вот, либо заменен? Ну, слушайте, это такие же фразы, как, например, в каждой английской песне используется там «Don't swallow my soul», или там «humanity», слово «humanity», или «I love you», или «Don't touch my sandwich», «right now», «right here», или там, ну, это такой же набор слов, скажем так, который используется в английских текстах, да, поэтому это тоже такое распространенные крымско-татарские слова, которые не имеют никакого отношения к песне «Гюзель Хырым», ни по мелодии, ни каким другим образом. Поэтому я думаю, что я сознательно оставлю там звучание именно этого текста, потому что это звучит как голос моей прабабушки. Это она мне говорит о том, что я не смогла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир. Это ее слова из того времени. Константин Меладзе высказывал какие-то претензии вот, по номеру. Да. Я так понимаю, в полуфинале и в финале у вас были разные версии. Ну, это было все разное с точки зрения виджеинга, потому что были немножко другой был виджеинг, другие розы, другие цвета, было по свету по-другому все выстроено. Мне кажется, мы это доработали в лучшем качестве. И, конечно, ну, поверьте, за неделю очень сложно сделать какой-то уникальный совершенно номер, и это не планировалось, да, это был всего лишь финал украинского отбора. Поймите меня правильно, это еще даже не борьба, еще даже ничего не началось. Это только мне очень приятно, что я его прошла, но для большинства людей им нужно осознать, что это репетиция. Вот воспринимать эти отборы как такую вот масштабную репетицию, что вас пригласили на репетиционную базу подсмотреть, а как же оно там может быть. В общем-то, вот такая вот история. Поэтому я не планировала уже показывать на финале, вот как, это будет скучно, тогда вы не будете смотреть эфир там 14-го, если бы каждый из артистов, если бы там Сансей показал, как будет у него, там Хардкис, уже бы тогда 14 мая вы не включили бы телевизор, чтобы смотреть, а как же у нас будет, как Украина покажет свой номер. Все бы уже знали. Конечно, поэтому это будет по нарастающей, да. Я желаю вам удачи Да, спасибо в Стокгольме и Спасибо. удачи в подготовке. Спасибо огромное, мне очень приятно.